Друзья, всем привет! Вы на канале Рыболов Копатель. Погода у нас просто шикарнейшая, поэтому просто вот появилось 2 часа свободных, сразу поехали на коп. Генералыч собирается. Я ему говорю, пойдем копнем там, где вчера, где в прошлый раз были, где хлам лез всякий, там же большая яма. Я говорю, в каком-нибудь углу, да что-нибудь интересное будет. А он говорит, да я люблю только цветные сигналы копать, мне твой хлам нафиг не нужен. Настоящая весна, ребят. И птицы оживились. Просто красота. Всем привет, привет, привет. Всем привет. Вот он, красавчик. Ну что, погнали? Погнали. Ну вот она, вчерашняя яма. Сейчас пойду вот в ту сторону, наверное. Сейчас кусты эти уберу. И буду долбить туда, смотреть, что там будет. Я думаю, что-то должно быть, друзья. Не может так просто все оборваться. Поехали. Погода сегодня просто наизамечательнейшая. Хочется верить, что морозов уже не будет. Да уже и пение птиц намекает на весну. Уже и журавлей неоднократно видели и слышали. Поэтому будем надеяться, что впереди только тепло и уже прямая на весну. В прошлые выходные, когда ездили копать на закрытую территорию, очень сильно промерзли. Был мокрый снег, ветер. А пока добрались, пока все объехали, уже достаточно намокли. А когда начали копать и пошли находки, азарт взял свое. И не замечая то, что ноги уже холодные и мокрые, мы продолжали копать. Поэтому небольшой насморк присутствует. Но такая весенняя погода, она просто приворожила и привела снова в лес. Поэтому сегодня мы снова копаем. Выброс с прошлого раза я забросал в старую яму. И как раз освободил место для того, чтобы начать углубляться под выбросом. К слову, на этот хутор я отъездил практически всю осень 2023 года. Находки были разные, находок было немало. И почему-то продолжает еще тянуть сюда. Я думаю, шансы есть еще здесь что-нибудь найти, потому что поселок у немцев был огромный. В войну эта часть, где мы копаем, была уничтожена. Он переходил неоднократно из рук в руки между воюющими сторонами. Говорят, что в 90-е годы немцы приезжали и все время пытались здесь что-то найти. Ну, я думаю, если взять любой поселок, то найдется дюжина историй про то, как приезжали бывшие жители, пытались что-то найти, а кто-то и что-то находил, и уезжали с чемоданами сокровищ. Но это все лишь только история. Ну что, первый клиент есть, друзья. Такая вот бутылка. Залит какой-то. Экспорт. Экспортная, блин. Пускай лежит, ждет.
в этой части сигналов меньше, но они есть. И вот что-то пробивается. Снова, как вчера, коробочка. Вчерашняя пустая была. А это такая потяжелее. Ладно, потом откроем ее, пока копаю. За что я люблю коп с товарищем генералом? Так это за то, что когда мы приезжаем, каждый расходится по сторонам и идет по своему пути, его никто не сбивает. Он в свою сторону, я в свою. Ну, бывает так, что и вместе копаем бок о бок. Потом снова расходимся. Каждый настроен на свой лад, как я уже и говорил. Для того, чтобы были находки, нужна концентрация. Предельная. О, малышка какая. А внутри вон пробка. Видите? Скрежет железа из ямы прекратился. Так же, как и сигналы продолжали молчать. Поэтому я решил немного разнообразить деятельность и прогуляться до товарища генерала, попробовать его найти. Трава зеленая уже, ребят, растет. Посмотрите, свежак. Где-то генерал там в кустах прячется. Какая-то мелкая пробка от чего-то с резьбой латунная. Спустился в болото. Посуда валяется. Немецкая. Фарфор. И вот такая вот пуговица у меня выскакивает. Генерала пока не могу найти. Тут вот фундамент был. Вернулся на то место, где мы копали с генералом. Цветной сигнал. И это прищепка, которая шторы держала, походу. Обрушаю кирпич. И смотрите, какие интересные. Я не пойму, это что, гвозди такие? Посмотрите. Я вон уже сколько достал. Видите, какие. Странная форма. И вот ключ еще с ними. Интересно. И ключик. Посмотрите, просто сохран. Шикардос. Вылетает. Сюда его. Еще инструментарий торчит. Опа. Блин, сохран-то бодрый. Опа, еще смотрите. Что-то рубали этой штукой. Видите, подсплющенная. А здесь
заточенная. Явно какая-то мастерская была. А вот это, ребят, шикарненькая вещь. Обожаю такой инструмент. Посмотрите. Вы только посмотрите. Симпатяга, не так ли? Его сделать, и будет вообще огонь. Там он еще и клейма какие-то нарисуются, стопудово. Я его сделаю по-любому. Надо генерала попросить. Сталь еще хорошая. Будет зачет. Тут еще вот такое. То ли шило, то ли что это было. Та самая баночка, которую выкопал вначале. С мелкими гвоздиками. Сегодня по гвоздям чисто. Сгнила. Пойду попробую все-таки генерала найти. Что-то его не слышно и связи здесь нет. Может, что и нашел интересного. Сейчас узнаем. Нашел. Моется. Ну как? Интересное было, не? А что взяли? Да, 2 иловские пояски, проволоку медную. То, что зенит хорошо. Понятно. Наверняка что-нибудь еще есть. Не хотите показывать просто. Да, видишь, мое место заняли. Ребята Да я видел. нашли такой же значок минует. О, нифига себе, блин. Богатей, ё-моё. Вот оно, красное золото лесов и полей. Наверняка что-то еще есть. Изумруды, короче, да, всякие? Да, только изумруды. Цветняк. Вот такой выезд у нас получился, ребят. Вы уж не обессудьте. Вы говорите, некоторые пишут, жалуются, что ты показываешь, находок мало. Ну что ж, совсем видео не снимать. Мы гуляем, отдыхаем. Кому-то и это нравится. Что-то находим, уже хорошо. Всем спасибо за просмотр, друзья. Сейчас генерала помою и домой поедем.